Всем привет! В этом видео я буду обустраивать общежитие, которое находится в обычном жилом доме. Потому что вы мне задали такую задачку построить полноценное общежитие в Бричестере, какой-нибудь из университетских. И, в общем, я решила немножко потренироваться в этом деле, потому что все-таки общежитие построить это вам не хухры-мухры. Это достаточно ответственное дело. Нужно много чего учесть, нужно много чего продумать. В общем, это такой полноценный большой проект. Поэтому я решила потренироваться на чем-то поменьше. Поэтому решила в таком обычном жилом доме построить что-то наподобие общежития, где была бы своя экосистема, где было бы все необходимое для того, чтобы, в общем, студенты здесь проживали, учились, занимались, отдыхали, в общем, делали все. Так что у меня здесь, в этой квартирке, она, конечно, да, вообще не маленькая, можно даже сказать, очень большая, но я постаралась, конечно, взять побольше, чтобы как-то можно было развернуться и вместить все, что мне хотелось, потому что, конечно же, я не ограничилась просто там кухней и какими-то жилыми помещениями. Я решила, что я, повторюсь, сделаю прям целую экосистему. Поэтому у моих студентов есть своя библиотека, есть свой тренажерный зал, есть своя игровая комната, где есть там, будет, вы скоро это все увидите, будет и караоке, и просто большой телек, В общем, будет место, где они могут отдохнуть, и учебная комната, и комната для занятий. В общем, все, что нужно. Повторюсь, я постаралась все здесь вместить. Конечно же, отдельно ванная и душевые. И причем я сделала закрытые душевые, потому что я так и не поняла, в чем прикол полностью открытых душевых в общежитиях, которые как раз-таки в Бричестере находятся. Я немножко не понимаю, в чем смысл этих ванных комнат таких вот, поэтому у меня все закрыто, чтобы симы могли расслабиться, получить удовольствие, помыться спокойненько, выйти. Я даже там снаружи сделала шкафчики, где они могут положить свои вещички. В общем, создала максимально комфортные условия. А еще, конечно же, прачечную сделала. Правда, я в последний момент про нее вспомнила, но все-таки для нее было место, потому что сначала я сделала очень много жилых комнат, потом немножечко их поменьше, потом еще поменьше. Основной акцент, конечно же, идет на нежилые комнаты. Я на них больше всего, конечно же, времени потратила и своих ресурсов каких-то внутренних. Поэтому жилые комнаты, они крошечные, и они не очень индивидуализированные, уж простите меня. Сил не хватило, да и фантазии уже, честно, не хватило. Я оторвалась по полной на всех этих нежилых помещениях. Я прям с большим удовольствием их делала. Не знаю, почему-то меня так прям вдохновила эта идея сделать такой место, где можно и учиться, и жить, и работать, и чтобы у тебя все было под рукой. Поэтому я так накинулась, повторюсь, на нежилые помещения. И они, конечно же, более проработанные. Но, кстати, идея о том, чтобы сделать общежитие в обычном жилом доме, это вообще очень рабочая идея. В смысле того, что есть ряд университетов, которые так делают. Например, я училась, когда первый раз получала образование, я жила в общежитии, которое было и учебным местом. В смысле, у нас первые 3 этажа 9-этажного дома обычного многоэтажки были учебные. На остальных этажах мы жили все студенты. Поэтому это такая распространенная вещь на самом деле. Конечно же, у нас были не такие общежития, вообще не такие. Хотя кухня похожа, очень даже. Но, правда, у нас была электрическая плита одна, в которой не работала ни одна комфорка. Всего одна комфорка, но нужно было, включать ее за счет того, что включать и выключать из розетки плиту. Поэтому... А так, да, немножечко похожа кухня, и плюс у нас не было холодильников, у нас холодильники у каждого внутри комнаты стоял, если был этот холодильник.
Но у них здесь все достаточно цивильненько. Я, конечно же, кухню сделала такую немножечко побитую жизнью, но не сильно прям. Ну, все, что нужно, у них на самом деле есть. А вот столовой я даже могу честно сказать, я горжусь. Мне очень она понравилась. Как-то вот, не знаю, мне кажется, это такое самое тусовочное место будет, если честно. Ну вот, если бы это все было на самом деле, то она такая самая уютная, потому что я там поставила не только столы, но еще где можно посидеть, и поскладировать какие-то вещи, что-то поделать. В общем, таковое вот, ну, тусовочное какое-то место, где можно повисеть, можно так сказать, пообщаться. Вот, потом я, конечно же, им сделала место для учебы. Это тоже такая распространенная вещь. Я слышала, что даже в Гарварде есть жилые прям целые строения, где есть 1-2 класса. Вот как-то они так почему-то иногда делают. И у меня здесь есть 1 класс, он там будет в самом-самом конце. Ну, в смысле того, что по коридору поворачиваете налево, идете до упора. Тогда вы попадаете в класс. Ну, возможно, там проводят все-таки какие-то занятия, не знаю, к какому университету это относится, но, возможно, это все-таки к одному из университетов относится, и, возможно, какие-то классы у них там проходят. Я отдельно сделала прям библиотеку, где есть только книжные шкафы, и, собственно говоря, туда больше ничего не поместилось, потому что помещение выделено было под библиотеку очень маленькое, поэтому ничего такого особенного туда не поместилось, но книжных шкафов очень много. В принципе, для чего нужна библиотека? Чтобы там были книги, книжные полки, чтобы можно было найти все, что там нужно. Ну, кстати, вторую комнату, которую я сделала, тоже типа учебную, но она не для лекций, а именно просто, чтобы можно было посидеть и поучиться, потому что, повторюсь, комнаты получились очень маленькими, и не везде есть место для учебы. И как бы я сделала такое общественное, что в комнатах студенты бы только спали, переодевались, ну, там, отдыхали, а вот в этих остальных местах, которые у них есть, они бы вот учились, отдыхали, общались и так далее, поэтому у них есть все необходимое снаружи, так сказать. Вот, поэтому место для учебы у них отдельно есть, где можно там, по-моему, компьютер я еще поставила, вот, где можно посидеть, поучиться, там тоже книжные полки, много-много книжных полок, так что я думаю, книгами они будут обеспечены по самое-самое. Вот. Рядом с учебной комнатой будет прачечная как раз-таки, которую я предполагала, что это будет одной из комнат, но потом я решила, что это будет прачечная. Вот. Прачечная очень маленькая, уютненькая, но она все-таки есть. Я потому что все-таки кощунственно будет, если ее не будет. Все-таки студентам нужно где-то стирать свои вещи, не в раковине же это делать, потому что это все-таки неудобно. В раковине можно носочки постирать, это максимум. А какие-то свои нормальные вещи, в которых вы ходите, лучше все-таки в стиралку их закинуть и постирать именно там. Поэтому я решила не лишать этих благ цивилизации своих студентов. Дальше есть, конечно же, маленький, ну точнее будет, пока я еще на стадии кухни на видео, но еще будет маленький спортивный зал. Ну, не клуб, конечно же, просто там маленький зальчик, где беговая дорожечка, какая-то еще тренажерка и, по-моему, груша боксерская, что-то такое. Ну, короче, совсем маленькая. Она такая самая пустая комната, но, по сути, там больше ничего и не надо. Но она есть, как бы могут студенты прийти позаниматься. Я считаю, это круто. Вот. И есть игровая комната, где, как я уже говорила, стоит караоке. Там стоит вот эти всякие приставки, у них там большой-большой экран, где они типа могут просто посмотреть какие-то, ну, телек посмотреть, могут какие-то устроить просмотр фильма, могут устроить какой-нибудь батл на видеоигре, потому что я купила там несколько приставок. И в конце, кстати, я там еще присоединю этот настольный футбол. Вот. Я подумала, что это прям то, что нужно. Ну, просто он больше никуда не вмещался, поэтому он пошел в игровой, но, в принципе, это логично. Вот.
Ну и в конце будут комнаты, повторюсь, они такие достаточно обезличенные, хотя там есть парочку комнат, которые я прям в мыслях держала какие-то определенные образы. Вы можете сами придумать, в какую бы комнату вы с удовольствием заселились, потому что пока вот я строила это общежитие, я подумала, что я бы с удовольствием недолго здесь пожила, потому что как-то все так удобно расположено, все есть, все, что нужно для жизни. Кто не знает, я сейчас официальный студент, но я, правда, онлайн учусь, но все равно вот иногда хочется иметь место, где можно прийти и поучиться, потому что сейчас я это делаю исключительно дома, в связи с эпидемиологической ситуацией. Я стараюсь никуда не выходить, но иногда очень хочется. А когда ты живешь в том месте, где у тебя есть место отдельное для учебы, есть место отдельное для того, для сего, то мне кажется, это круто. Вот в периоды изоляции, какой-то такой самоизоляции, когда ты ограждаешься от внешнего мира, очень круто, если твой внутренний мир, твоей квартиры очень большой, очень разнообразный, и там много чего интересного есть. Вот, поэтому я немножечко захотела здесь пожить. Ну ничего. У меня все не так плохо, просто иногда хочется сменить обстановку, но я над этим работаю. Так вот, повторюсь, жилые комнаты у нас есть, и у нас есть все для жизни: постирочная, библиотека, игровая, читальня, обучающая, лекторная. Мне кажется, это вот все, что нужно. Вот. Больше не буду вас грузить своими разговорами. Все, что я хотела, я вам рассказала. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Скоро выйдет новая пекарня, да и дизайнера интерьеров мы уже заканчиваем. Так что заглядывайте на канал. Там много чего интересного. И этот ролик обязательно досмотрите. Там тоже очень много чего интересного.